И всем здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, и давайте поговорим про главу о пиршестве, а конкретно про вот этот вот сундук. Сундук у нас здесь содержит любого героя, редкого, легендарного героя поддержки. И для ветеранов, конечно же, тут выбора особо не стоит, потому что, наверное, у ветеранов уже все они есть, и они есть, скорее всего, с пробуждением. Но для игроков, которые начали играть не так давно, да, там первый, второй, а может быть даже третий сезон, многих из героев вот этих, которые здесь есть, у них нету. И муки выбора требуют хоть какого-то напутствия со стороны. Давайте я попробую его вам предоставить. Но перед этим я вам предоставлю кое-что другое. Если донатить хочется, а переплачивать нет, то есть сервис донатов нет. Это сервис по донату не только в нашу любимую ДХшечку, но и во многие другие игры. Причем с адекватными ценами, часто ниже, чем если покупать напрямую в самой игре. Кошелек скажет спасибо, ну а на сэкономленные средства вы, конечно же, сможете задонатить еще. Разве это не замечательно? Ну и каждый донат также дает возможность поучаствовать в розыгрышах на сайте или телеграм-группе, которые проводятся на регулярной основе. Также помимо доната можно пополнить Steam, PlayStation Store и другие сервисы. Все в одном месте. А если вдруг возникнут вопросы, всегда можно обратиться к службе поддержки, которая оперативно вам поможет. Проходи регистрацию по моей ссылке в описании и получай скидочный купон на первую покупку. Итак, номер один в приоритете, я считаю, что это либо Филосия, либо Ацилия. Даже я бы сказал все-таки Филосия. Почему? Потому что у Ацилии не всегда достаточное лечение. И плюс ко всему, у нее, в принципе, кроме иммунитета к ослаблениям, больше ничего нету. Ну, иммунитет к ослаблениям и лечение. Филосия при этом, она у нас может накладывать антиконтроль. И самое главное ее преимущество — это сильное снижение урона. Плюс ко всему, жирные щиты. И с боевого, и с абсолютного. И поэтому Филосия у нас используется довольно-таки часто. Как на боссах, так и на арене, так и в скоростных, там не скоростных, в начале сезона, в подземельях, на бездне. То есть, она используется часто, довольно-таки часто. Я сомневаюсь, что она прям потеряет свою актуальность. Если же у вас Филосия есть, то я думаю, что в принципе без раздумий можно забирать Ацилию. Это у нас вот два приоритета номер один. Второй приоритет я бы обобщил. Это у нас Зефи, Роуз, вот это вот Финья, Эстайон и Синарел. Почему я их так обобщил? Ну, потому что они все у нас использовались на арене, в бездне могли использоваться, на боссах, что континентальный, что финальный. Ну и, в принципе, они такие хорошие герои поддержки с разным функционалом. Ну и, соответственно, разные стихии у нас здесь. Финия у нас поддерживает часто Филосию. Ну, бывает даже и одна участвует, как, допустим, в последнем у нас финальном боссе 4-го сезона. Она у нас присутствует одна. У нее главное — это очень высокое лечение. Очень высокое лечение, плюс ко всему она увеличивает сопротивление на 50%, плюс ко всему она его может раздавать. Синарел у нас, конечно, такой шалтай-болтай, то есть он у нас при полном здоровье у всей команды кидает свою неуязвимость куда попало, и это может накладывать свои неудобства и промахи, да, когда у нас главный танк в команде, он умирает из-за этого. Но при этом он все равно накладывает штраф атаки, причем без необходимости набора точности. И плюс ко всему у него сильное лечение. И еще, неуязвимость я сказал, не помню, но неуязвимость, да, есть. Ну и плюс очищение. То есть это очень даже неплохой герой. Мы его использовали и на континентальном, по-моему, и на финальном боссе. Ну и в принципе его можно использовать там в начале сезона. Насчет арены я его не видел особо. И в принципе в начале сезона я тоже его редко видел. Но вот на боссах, да, он бывает приносит пользу. Эстайон у нас главный у нее плюс — это то, что она накладывает штраф защиты на старте боя на 30%. Это главный ее плюс, и поэтому она имеет такую большую пользу. Это я имею в виду режимы вне арены. Также она имеет лечение неплохое, неплохое, слабенькое, но достаточно, бывает достаточно. Тем более, что если мы там добавляем, например, Тиамат какую-нибудь, да, в команду, либо еще кого-то из героев поддержки. Плюс ко всему, у нее есть свойство, да, что она может накладывать разлом, плюс ко всему, она его может продлять на 2 секунды за счет таланта. Неплохой герой, правда, единственное, что, например, в 4-м сезоне мы на старте сезона ее использовали, ну а потом она как-то отошла на склад и покрывается пылью. Ну, лично у меня она больше нигде не использовалась. Но она на арене еще, кстати, очень даже неплохо играет, очень неплохо, поэтому если у вас арена в приоритетах, то можно ее взять. Роуз у нас неоднозначный герой в том плане, что частенько из-за того, что она производит замедление с помощью боевого навыка, ее сложно использовать, так как она сбивает тайминги, да, тайминги там в подземельях, тайминги на боссах. Но если это не учитывать, то, и считать это преимуществом, а это действительно преимущество, то она очень даже неплохой герой. У нее штраф атаки, она может накладывать разлом, она подлечивает неплохо, и плюс ко всему она еще и замедляет, то есть она очень даже неплохая.
И Зефи. Зефи у нас тоже часто используется на боссах. Она у нас используется на старте сезона, когда у нас высокая сложность в подземельях. На арене я ее вижу. У нее главное преимущество — это у нас неуязвимость. Такая специфическая, которая не сразу накладывается, но такая хорошая неуязвимость на целых 8 секунд. Если такой мини-приоритет расставить уже внутри вот этого приоритета, да, обобщенного, я бы, наверное, сказал, что в первую очередь я бы забрал Зефи, если бы у меня ее не было. Затем бы я, наверное, забрал Синарелла. А затем я, наверное, забрал бы все-таки Роуз. И уже напоследок я забрал бы Эстайон. Ну, судя по тому, как я их использовал, это чисто мой приоритет. Ой, единственное, что я про Финю забыл. Давайте-ка Финю поставим до Роуз. То есть Финя, Роуз, допустим, Эстайон. Вот так вот. Это у нас был приоритет номер 2. Номер 3, лично как я вижу, да, это у нас Квизития. Квизитию я бы забрал. Она у нас используется на арене, она у нас используется в PvE-контенте, например, на бездне. Безысходности, ну, в излучении фей. Ну, вроде бы на битве в подземельях с боссами она особо не используется. Но все равно, сильный герой, полезный герой. Я бы забрал ее с приоритетом номер 3. Если вы часто любите и играете арену, то, в принципе, наравне с ней я бы мог поставить и Гарику. Ее тоже можно использовать на арене, и она там довольно-таки такой мерзкий персонаж. Да, против что Квизития, что Гарика, они против теней не очень хорошо играют, но за счет того, что тени имеют свою отдельную энергию, да, которую сбить нельзя. Но все-таки тогда Квизития, мне кажется, более выгодная за счет того, что она вот делает вот это вот притяжение. Плюс ко всему, она там оглушение, насколько я помню, кидает. Ну и плюс она танкует. Делает замедление, допустим, для всех героев остальных. Но с другой стороны, Гарика у нас по большой площади чистит усиление, да, и у тех героев, кто не из теней, она еще и сбивает энергию. Так что Гарика, ну она такая, в принципе, я ее больше, кроме где арены, я ее нигде не видел. Специфический герой в основном для арены, насколько я это понимаю. Поэтому вот так вот. Я бы забрал, например, первую Квизитию, а потом уже Гарику. Номер 4 я бы рассмотрел Фаэссу. Фаэсса очень прикольный герой, такой сильный, но пока что она у нас играет только на арене. Да, у нее есть лечение, но оно такое незначительное. Есть замедление урона, то есть, точнее, как это, задержка урона, когда он наносится с задержкой. Плюс ко всему есть иммунитет к ослаблениям. Сильный герой, но пока что мы ее использовали, насколько я помню, только на арене. Поэтому я ее разместил в списке в списке приоритетов под номером 5. Или 4. Так, 4. Когда под номером 4 я бы поставил, наверное, все-таки Эргандера. За счет того, что у него есть неуязвимость. У него там есть штраф к атаке, да, который с пассивки идет. Сильный герой, единственное, что я, допустим, у меня он уже есть, но я его вообще нигде не использовал за весь сезон. Вообще нигде. Он может играть на арене, он может играть на старте сезона, когда нам требуется неуязвимость, когда мы не можем спокойно за счет снаряжения переживать, да, удары боссов. Поэтому я думаю, что его неуязвимость пригодится. И, ну, в этом списке, как бы, учитывая, что много героев, да, и тем более полезных, я бы его поставил на 4-е. Я же сказал, на 5-е место уже получается. Фаэсса 4-е, а он на 5-м. В принципе, его можно разместить, наверное, вместе с Гулендо. Единственное, что Гулендо, как я вижу, имеет менее значимый приоритет. Почему? Потому что я вообще Гулендо не использую. Вообще не использую. Сильный герой, очень сильный герой, прикольный герой. Есть контроль, есть очистка, есть штраф к атаке, есть подлечивание. Но я его нигде не использовал. Вообще нигде не использовал. Насколько я помню. Может быть, пару раз где-нибудь в излучении фей ставил, но так, я не знаю. Что-то нигде не находится ему место. Но герой сильный, поэтому, в принципе, забрать можно было. Вместе с Гулендо можно, наверное, можно поставить, только с чуть меньшим приоритетом, это Теодомер. Теодомер сильный танк, тем более в паре с Финей, там у них дополнительные свойства появляются. Но единственное, что я его нигде не использую. Он у меня есть, он у меня с пробуждениями, по-моему, даже плюс 5. Но я его вообще нигде не использовал. Я не знаю, на арене его бывало ставили, да, в прошлой версии игры. Ну, или там на начальных серверах, либо там в арене клинков его видно, да, что он иногда играет. Но я его нигде не использую. Не знаю, это вопросы ко мне, либо к нему. Сильный герой, сильный танк, но я его еще раз скажу, что нигде не использую. Напоследок можно поставить, наверное, Хальрамара. Ну, мы его называем Кальмар. Наверное, можно поставить его. У него интересные свойства, единственное, что я его пока что видел только на арене. Например, против некоторых команд, которые быстро набирают энергию, да, Кальмар наш черногривый, он может заиграть очень даже неплохо. В остальном пока что ему применения не находилось, но герой, я думаю, что еще найдет применение в будущем. Насчет, я бы сказал, аутсайдеров этого сундучка, хотя тоже вроде бы неплохие герои. Допустим, Далк имеет такое уникальное свойство, когда он изгоняет танка. У Малок, по-моему, Малок же, да, его зовут. У него
тоже неплохой набор навыков, и я думаю, что он себя еще где-нибудь да покажет. С его антиконтролем, с его самолечением, набором энергии. Неплохой герой, единственное, что прям вот так вот необходимым он пока еще нигде не был. Ну а Далка я вообще нигде не вижу, хотя у него свойства по-любому, возможно, что когда-нибудь дострельнет. Но когда это будет, я не знаю. Это все было сказано по поводу того случая, когда у вас кого-то из них нету. При этом, согласно приоритета, даже если у вас кого-то из них нету, есть еще пробуждение. И пробуждение, да, иногда лучше собирать, чем какого-то героя, которого из этого списка, которого у вас нету. У кого здесь сильные пробуждения? У ФС сильные пробуждения, да. Единственное, что не знаю, пока что она только на арене играет. С пробуждениями либо без. Самые сильные, наверное, пробуждения, которые необходимо собирать, это у нас Филосия, потому что она увеличивает количество щита накладываемого. Плюс ко всему у нее там есть ускорение навыков, когда у нее плюс 3. И Зефи, потому что у нее не стопроцентное снятие усиления с боевого навыка. Поэтому, по-моему, плюс 2, то есть второе пробуждение ей желательно. Желательно, потому что если мы где-то будем использовать Зефи не только ради неуязвимости, но еще и для снятия усилений, то желательно тогда ей плюс 2 собрать. Ну и Ацилия. У Ацилии там есть, не помню, по-моему, в плюс 2, у нее есть дополнительное лечение, оно ей довольно-таки неплохо помогает. Помогает лучше держать команду. То есть живучесть команды увеличивает пробуждение. Плюс ко всему, там, по-моему, ускорение навыков же, да, еще с плюс 3. Оно ей тоже не помешает. В остальном, насколько я помню, прям необходимых пробуждений, насколько я помню, нету. Фини они, конечно, тоже не помешают. У нее там есть усиление, да, навыков там и лечения. У Стайон неплохие пробуждения, довольно-таки сильные. Не знаю, насколько это увеличит частоту ее использования, но тоже сильные пробуждения. Ну, у Якузиции сильные пробуждения, единственное, что они ей не то чтобы прям необходимы. Ну и вот как-то вот так вот. В любом случае, если вы до сих пор не понимаете, да, даже если вот поговорили с кем-то, спросили у кого-то, он вам несколько вариантов накидал, я вот те, что варианты накидал, и вы до сих пор не уверены, а что же взять лучше. Тогда можете просто ничего не брать, оставьте этот сундук, и вы его вскроете тогда, когда будете уверены на 100%, что вам нужен тот либо иной герой, либо его пробуждение. Также хочу сказать, что еще не совсем мы понимаем, какие у нас новые герои появятся в следующем сезоне, в том числе герои поддержки и, возможно, редкого качества, потому что баннеры нам перестали показывать на весь сезон, мы теперь видим только баннер, который следует за текущим. И если у вас герои там есть вот здесь вот основные какие-то, либо вы не чувствуете необходимость в том, чтобы они у вас сейчас появились, если у вас вдруг их нету, то, как я уже сказал, просто оставляйте сундук и сделайте выбор этот потом. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.